Это был простой четверг, и ничего не предвещало беды. Как обычно, я вышел во всемирную сеть интернет в поисках дешевых развлечений и открыл свой канал в Телеграме, ссылочка в описании. Там я увидел Залину Маршинкулову, автора телеграм-канала «Женская власть», которая предлагала пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Все это под эгидой рекламной кампании производителя спортивных товаров Reebok. Именно в этот момент я понял, что вечер четверга пройдет просто охуенно. Окей, что тут у нас? Прикрыла соски, чтобы вы не порезались. Что? Я не договорила. Окей, Человек-паук. Принимаю себя раз в день после еды. Что? Типа, это шутка про таблетку, типа, или это какой-то эвфемизм? Ой, не все. Дочь маминой подруги. Свежайшие мемы, но, конечно же, моя любимая. Когда говорят «носить на руках», представляю, как меня носят в гробу. Это уже вообще какое-то современное искусство на уровне рекламы из Call of Duty и сигарет крепких, как гвоздь в крышке гроба. Если сейчас вы, как и я, не совсем понимаете, как связаны эти очень странные картинки и бренд, спортивной одежды Reebok, то, может быть, нам поможет официальное описание этой прекрасной рекламной коллаборации. Женщина ничего никому не должна. Мне позвонил чувак из Reebok, мужчина, мой фанат, и сказал: давай сделаем кампанию с твоими дерзкими цитатами и твоей концепцией. И вот мы запускаем рекламу, где одним из лозунгов будет мой знаменитый в узких кругах твит «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Потому что хватит переживать, что о тебе думают другие. Хватит бояться быть не такой. Хватит подчинять свою жизнь и внешность тому, что сказал партнер или сосед. Пусть система ломается от тебя, а не ты о систему. Героини проекта — девушки, которые каждый день это доказывают, занимаясь не женским делом. Борьба, бокс, ММА, создание телеграм, канала. Все это долгое время было таким закрытым мужским клубом, и появление там женщины вызывало в лучшем случае насмешки. Я же подобрала фразы, из которых Reebok сделал мощные открытки с принципами охуевшей женщины. Так, и написано. Рекламная кампания гигантского мирового бренда спортивной одежды, сделанная из твитов создательницы какого-то телеграм-канала. Господи, что же может пойти не так? Самое крутое в этой истории, как мне кажется, то, что, все видели надвигающийся ураган, все видели, что сейчас произойдет с Аркадией Бэй, все, кроме авторов этого прекрасного проекта, потому что даже довольно-таки яркий контраст между тем, как эта акция выглядела на Западе, и тем, как сделали они, кажется, их совершенно не смущало. Вы бы утонули в дизах. Не факт. Да, действительно, не факт. Я сразу отложил все дела и побежал делать ролик. В нем я собирался дать Reebok примерно сутки, то есть до вечера пятницы. Примерно в это время, по моим точным математическим подсчетам, они должны были бы извиниться, поскорее удалить всех этих охуевших женщин, не вписывающихся ни в какие рамки, это все была цитата, и постараться все об этом забыть. Им потребовался час. Сначала Reebok удалил все картиночки, но оставил видео. Примерно через полчаса картинки вернулись, но слоганов про лицо, иглу и порезы сосками исчезли. Потому что, оказывается, возрастные ограничения Инстаграма этого не позволяют. Иными словами, Reebok прогнулся, и интернет почувствовал кровь. Большая ошибка. Они попытались сохранить хорошее лицо, мол, мы ни от чего не отказываемся, но контент все же удалили, а это означает только одно. Когда твой конкурент пытался сделать яркую, провокационную акцию в соцсетях, чтобы удалить ее через час, когда охуевших, не вписывающихся ни в какие рамки женщин в рамках проекта с Reebok удаляют из-за правил Инстаграма, на самом деле, конечно же, нет. Нужно бросить все и
поскорее травить, публично унижать и добивать проигравшего ради личной выгоды. Пересядь с иглы мужского одобрения на Матис. Именно поэтому я сегодня здесь с вами. Совершенно прекрасную попытку все объяснить и оправдать сначала предпринял Александр, тот самый фанат Залины, который и предложил все это сделать. А объяснять действительно было что, ведь цитату Залины можно воспринять и как угрозу сексуального насилия, вообще-то. Не самое лучшее послание от компании Reebok, не правда ли? Дело в том, что большинство мужчин, как вы знаете, крайне стеснительно воспринимают тему кунилингуса и публично уж точно никогда не признаются в том, что они это делают, и тем более им это нравится. При этом тема минета совершенно общественно одобряемая и привычная. Поэтому этой цитатой мы говорим не уничижение мужчин, мы наоборот призываем этой цитатой их раскрепоститься и сломать стереотипы вместе с сильными женщинами. Вот оно как. То есть вы просто хотели секс-просветом заняться. От имени гигантской мегакорпорации, которая тратит миллионы, если не больше, денег на контракты со звездами спорта, вы просто хотели сказать, что пацаны, лизать пизду — это норм. Александр заявил о своем намерении покинуть компанию в тот же вечер. То есть вроде бы он как все сделал правильно. Оставаться с таким позором смысла действительно нет, но я не знаю. Я не знаю. Неужели вы реально делали это вот целый месяц? И согласовывали все с директором? И директор целый месяц смотрел эти потрясающие картинки, там, где вперемешку свежайшие мемы про дочь маминой подруги, просто какие-то странные, вообще безумные пассажи про гробы и, конечно же, бессмертная цитата про сидение на лице. То есть директор все вот это вот месяц смотрел, и за все это время ни у кого не возникло идеи, что может быть, наш бренд спортивной одежды, очень, блядь, известный бренд, он типа плохо сочетается с тем, что мы сделали. Возможно, аудитория, которой зайдут эти шутки за 300, настолько мала, что это нанесет непоправимый репутационный урон нашему бренду. Потому что если типа даже у директора не возникло таких мыслей, то, может быть, ему тоже стоит задуматься о смене работы. Ну а что там, собственно, автор всего этого праздника жизни? Ну, она, по-моему, решила начать примерять бесплатные пары Reebok одну за одной, то есть переобуваться немножко. Началось все, как мы помним, с охуевших женщин, которым никакие стереотипы нипочем и никаких рамок для них нет. Потом в телеграм-канале подъехало остроумнейшее, блять, обыгрывание стереотипов, мол, хо-хо, Зая, я случайно подожгла интернет и вообще азазас затроллены лалки. Нет, ты не подожгла интернет. Ты пошла сотрудничать с одним очень большим и очень богатым брендом. Вы сделали что-то не то. И как только бренд почувствовал минимальнейший просто запах жареного, он без лишних сомнений выкинул и тебя, и чувака, который это делал, нахуй на мороз. Вот что произошло. Это не совсем поджечь интернет. Кроме этого, Залина репостила и ретвитила тексты о том, что а. Это была зеркалочка на тупую шовинистическую рекламу, б. Да чё вы все напряглись от шутки про секс, лол, и в. Даже это является малой, но победой для женщин. Кажется, у Залины небольшой кризис самоопределения, поэтому позволь мне тебе помочь, подруга. За мэнсплейнинг извини. Так вот, я боюсь, вы сделали не яркий, провокационный, интересный SMM-проект, который поднимает важные, актуальные социальные проблемы нашего общества через призму корпоративных ценностей бренда Reebok. Нет, вы сделали хуйню. Залина, ты все правильно написала. Это буквально открытки из твоих твитов. И это очень тупая идея. Каким образом это сочетается с компанией Reebok и ее продуктом? Вот эти вот мемы охуенные, блять, абстрактный юмор про обед и гробы. Вот твой фирменный твит. Ты кто вообще такая? Автор телеграм-канала на 22 тысячи человек? И поэтому, типа, твой фирменный твит для своих нужно превращать в рекламу? Любой дурак может рекламировать свое тупое говно через сиськи,
письки и слоганы про отсос. Но это низкопробная и безвкусная реклама. Настоящее искусство копирайтера состоит в том, чтобы эпатировать публику, при этом не скатываясь в пошлость и все еще как-то уместно и остроумно привязывая свои шутки за 300 к бренду, который он рекламирует. Вы же просто написали «лол», сядь ему на лицо и теперь удивляетесь, чего это злой шовинистический мир нас не принимает, Господи Иисусе. Даже «Вода славная», когда она делала очевидную аллюзию то ли на «Золотой дождь», то ли на Букаке, я так и не смог выяснить. Так вот, даже они проделали куда более качественную и филигранную работу, потому что у них было не прямое утверждение, а намек, и это действительно напрямую было связано с тем, что они рекламировали с водой. Даже им пришлось извиниться, а ведь они не написали на плакате «Выпей нашей воды и обоссы ее, лол», не правда ли? Или вы действительно хотели сделать зеркалочку, то есть использовать ресурсы Рибака, чтобы намеренно сделать хуевую пошлую рекламу, да? Не рекомендую вам использовать такую риторику, потому что иначе, Александр, боюсь, ты еще долго не сможешь найти работу по специальности. Хотя вот Киви-банк подсуетился и нашел тебе вакансию. Их СММщице негде сидеть. Залина, я обращаюсь лично к тебе. Скажи, пожалуйста, тебе ничего не показалось странным в той компании, в которой ты то ли участвовала, то ли вообще все организовала? То есть тебя не смутило, что взяли женщин, которые действительно занимаются спортом на серьезном уровне, которые рассказывали о своих проблемах, трудностях, о своем опыте, мотивировали. Вот взяли их и взяли тебя, и ты прогоняла какие-то странные телеги про гендерные роли. Нет никаких общих женских черт и нет никаких общих мужских черт характера. У всех свой характер. У женщин должно быть какое-то свое место, а у мужчин должно быть свое какое-то место. И нет никакого женского и мужского предназначения. Это меня бесит больше всего. То есть, серьезно, вообще никаких гендерных ролей не существует. И объективные биологические отличия между мужчинами и женщинами не формируют естественным образом разницы в мышлении, да? Я правильно понимаю? Потому что мне кажется, что даже девушка из твоего же проекта с тобой не согласна, когда говорит о том, что она якобы и женственная, и боец. Лично мне образ, который пропагандирует какую-то сексуальность, никак не мешает. Это, наоборот, некий контраст между бойцом и девушкой. На контрасте, понимаешь? И ты так не любишь эти рафинированные спортивные мотивашки, сюси-пуси, девочка, будь сильной. Ну так не открывай свою спортивную компанию, потому что ты не очень понимаешь, как это работает. Именно такие вещи и нужны спортивной рекламе. Типа, не нужно уходить в сраное современное искусство, не нужно пытаться изменить мир. Нет, это большой бизнес, который работает по своим правилам. У них есть определенная тематика, которую они покрывают. И все, это просто работает. Кстати, забавный факт. Залина вроде бы как ни от чего не отказывалась. И тут я могу ее только похвалить, но Вандерзин подоспел тоже с публикацией, и там нигде вообще не указано, что как бы она была одним из организаторов. И я не знаю, это просто традиционная некомпетентность Вандерзина, или они как бы за Залину пытаются вычеркнуть ее слова, чтобы якобы ей было легче. Я не знаю, но, пожалуйста, порешайте это между собой, друзья. На самом деле, я ничего против тебя не имею, правда. И я даже могу представить, как это должно было бы быть приятно, когда к твоему маленькому интернет-проекту приходит реально большая компания, дает денег и предлагает сделать какой-то проект. Это реально круто, но... А ты не подумала, что ты, возможно, не самый лучший кандидат на то, чтобы быть лицом феминизма? Просто, в интервью у Светова ты говорила действительно какие-то сомнительные вещи. Я у Насти был первым мужчиной, мы вместе 6 лет. Расскажи мне. Очень хорошо. Ну, она женщина, все понятно. Так вот. В смысле, женщине тяжело расстаться со своим первым мужчиной, это все понятно. Ну, ты просто, может, что хороший мужчина, ты сможешь быть исключением. Отлично. Но я хочу рассказать не об этом. Унизила. Я злобная женщина, это все знают. И вообще, если я не ошибаюсь, у тебя как бы залинизм, а не феминизм, знаете, это как геинизм Мочалина, только еще, кажется, менее популярный и без Мочалина, поэтому в чем, блядь, смысл?
Вы позвали своих друзей из уютного Твиттера и Телеграма шутить свои внутряковые мемесы, потратили на это чужие деньги, а теперь искренне не понимаете, почему же, блядь, всем не понравилось. Ну, а я отвечу, почему, например, не понравилось лично мне, потому что за других я говорить не могу. Ну, во-первых, как я уже говорил, это действительно просто безвкусная реклама. А во-вторых, как бы это смешно ни звучало, мне стало обидно за Рибок. Иными словами... Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Рибок Классик, Рибок Памп, Рибок Джель 6000 — это шедевры дизайнерского мастерства. Это очень красивая и удобная обувь. Их дизайн — это настоящая классика, которая будет актуальна всегда и везде, в отличие от всякой хайповой однодневной хуйни. Не для того я в 2010 году делал себе карту через Литву для PayPal, чтобы заказывать эти кроссовки из Англии, чтобы вы сейчас приходили и шутили, блядь, здесь свои шутки за 300, серьезно. Идите и занимайтесь своим современным искусством и вот этими вот всякими социальными проектами вместе с каким-нибудь обосранным антикафе. Или там, не знаю, или какой-нибудь Монки, вот туда. Пожалуйста, перестаньте шкварить нормальные бренды для нормальных людей. Кстати, чуть не забыл, а напишу-ка я, пожалуй, пару писем своим англоязычным коллегам с англоязычного ютуба, потому что мы же не можем дать пройти таким сочнейшим лулзам мимо такой широкой англоязычной аудитории, правда? И, кстати, небольшое лирическое отступление. Примерно в это же время Gucci дали ёбу и сделали водолазки с блэкфейсом. Ну, то есть, типа, серьезно, я не тот человек, который склонен видеть подобные вещи в товарах неодушевленных, но, господи, это же реально блэкфейс. Ну, или просто очень уебанская маска. В любом случае, это не умаляет их заслуг. Молодец, Гуччи, ставлю класс. Ах, маркетинг. Когда ты думаешь, что видел уже все, когда даже реклама жилет не вызывает у тебя никаких особых эмоций, потому что... как же все-таки приятно наткнуться на что-то новенькое, на что-то по-настоящему ебанутое и посмотреть, как этот Титаник маркетологических затей гибнет прямо на твоих глазах под вопли о зеркалочках и «Лол, вы что, шуток не понимаете?» Иногда в мире маркетинга тебе может сойти с рук любая пошлость. Иногда твой собственный работодатель удаляет твой проект, за который он заплатил спустя час. Спустя час после публикации. Ну, а там, где у кого-то горе, у нас с вами и у десятков СММщиков других компаний настоящий праздник. Кто бы мог подумать, что все это произошло, как говорилось в переводе великого сериала от Сергея Иванова. Вот до чего нас довели кунилингус и психиатрия. Я не знаю, куда теперь занесет ветер жизни Александра. Главное, что все мы запомним его как человека, который ради Кунилингуса был готов пожертвовать карьерой. Спасибо за внимание, друзья. Спокойной ночи. Кстати, Александр, попробую за тебя замолвить словечко в Ментос.